И всем привет, Альфачи! Недавно появилась новая информация по игре Alpha Ace. Первое. Неужели снова поменялись разработчики у игры? И кто теперь владеет игрой? Вторая. У игры поменялись картинки в Play Market. И неужели игра начала как-то прогрессировать? А теперь давайте все по порядку и разложу вам по полочкам. Многие новостники-ютуберы начали делать посты и снимать ролики, мол, у игры поменялись разработчики, опять, и поменялись картинки в Play Market. И каждый из них как один заявляет, что данная информация общедоступна, и ни у кого эту информацию не брали. Но как-то странновато и подозрительно, что все они эту информацию слили в один день. Как будто они эту информацию все вместе, одинаково, в одно время узнали. Никто из них эту информацию ниоткуда ни у кого не брал, но одновременно начали ее форсить. Теперь я вам на это все открою глаза. Эту новость решили придумать мы с тиммейтами, ведь мы увидели, как много недобросовестных людей хотят чисто хайпануть и не проверяют полученную информацию. Так вот, что же мы сделали? Я в своем новостнике, кстати, ссылка в описании, обязательно подписываемся. 15 мая в 17:28 сделал вброс новые картинки в Play Market у игры Alpha Ace. Ну, со знаком вопрос. Сейчас я здесь скрин прикреплю, вы все увидите данный пост. Но некоторые люди на это никак не обратили внимания и просто это приняли за новость. Достоверную обязательно. И начали выдавать за свою, ну, чтобы успеть на этом хайпануть и сделать все четенько, как они думали. Первым эту информацию решил выдать за свою один новостник в телеграм-канале по Alpha Ace. Скрины вы тоже сейчас видите на экране. После чего эту информацию решила подхватить довольно-таки большая группа по Alpha Ace в ВК, где тоже поставила ровно те же скрины, которые стояли у меня в посте. То самое интересное, что их даже не смутили последние два скрина, которые значительно отличаются по стилистике от предыдущих 5. Ну а дальше я заметил, что некий популярный ютубер по Alpha Ace тоже решил просветить эту тему у себя на канале. И точно так же, как и предыдущие два человека, нихуя не проверил данную информацию на правдивость. Скриншоты, я сразу скажу, это все старые скриншоты, кроме, посомневаюсь в последних двух. Да, это что-то новое, но их я, переходя в Google. А самое тупое, что он тоже в это поверил, и последние два скрина, которые сказал, скорее всего, вот эти вот, есть новые скрины, они были взяты, блядь, из предыдущего, сука, бета-теста. Надпись, что разработчиком является Google Committed Ltd. Вот, смотрите, сейчас вам зачитаю. На прошлом месяце в ЕС вступил в действие новый регламент. Все как раз таки из-за этого началось, из-за того, что это зацепило Google Play и Google Play Store и App Store. Google одним небольшим изменением в Play Store решил все свои проблемы, по крайней мере с этим регламентом. Теперь все приложения в Европе продает не сам разработчик, а сама компания. Во всех странах Европы теперь так. Теперь продавцом назначается Google Committed Ltd. Это можно увидеть, если добавить оригинальное. Это вот уже дальше. То, что здесь написано, не нужно. Дальше он решил затронуть тему новых разработчиков, которых, кстати, у себя в посте я тоже упомянул. А именно разработчиков Google Commerce Limited. Он начал читать пост из интернета, в котором написано, что на прошлом месяце в ЕС вступил в действие новый регламент. Но он в видео не упомянул, что данный пост был написан еще 3 года назад, в 2020 году. А полную эту статью я вам сейчас покажу, и вы можете остановить видео и ее прочитать. Значит так, открываю тайну насчет моих постов. Первые 5 скринов в моем посте взятые с Play Market, но не российского, ведь у меня аккаунт привязан к другому региону, не к России. И почему-то мне так повезло, что в данном аккаунте, переходя по ссылке игры Alpha Ace, меня перебрасывает вроде на ту же страницу игры, но только с другими скринами из более старых версий игры. У других же игроков из России аккаунт привязан к РУ региону в Play Market, и у них скрины с более новой версии игры, а именно с предыдущей. Так получилось, что я подобных людей знатно простебал, ведь по скринам видно, что последние два скрина значительно отличаются от остальных. Но никого это не смутило, и они, банально скопировав все мои скрины, вставили в свои посты и ролики. И опять же никак нигде это не проверив. Дальше у меня речь шла про разработчиков, что они, мол, поменялись, но это неправда, к счастью. Но и то, что упомянул тот ютубер у себя в ролике, тоже неправда. Итак, что же такое Google Commerce Limited и для чего оно там вообще стоит? Google Commerce Limited — это дочерняя компания Google, которая занимается электронной коммерцией и предоставляет ряд сервисов и продуктов, связанных с онлайн-покупками и рекламой.
Компания также предоставляет инструменты для рекламы и маркетинга, которые помогают продавцам привлекать новых клиентов и увеличивать продажи в интернете. Вы спросите, а почему же она указана именно в разработчиках? А все банально и просто. Эта компания может быть указана в разработчиках игр в Play Market, если она является издателем игры или предоставляет услуги по продвижению и монетизации игры. Google Commerce Limited может также предоставлять инструменты для разработки и оптимизации игровых приложений. То есть то, что сейчас разработчик игры указано Google Commerce Limited, может значить лишь одно, что игра развивается, и Google будет помогать в продвижении и монетизации этой игры. Так что я хотел этим сказать? Надо быть нормальным новостником и ютубером и делать true новости, а не ебаные хайпажорские вбросы, которые вы, сука, даже не проверяете. А ты, мой дорогой зритель, никогда не ведись на подобную хуйню и всегда перепроверяй каждую новость, чтобы видеть всю истину и не быть ведомым. На этом у меня все. Дальше больше. 3 лайка, я покажу вам разработчиков. Я тупой, я тупой, ну вообще-то нет. Я тупой, прям